Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 5 июня. Поговорим о том, что наши предки в этот день делали, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, чтобы этот день прошел благополучно и удачно. Друзья, далее все более подробно в этом видео. Согласно народному календарю старинных примет и поверий, 5 июня обязательно стоит присмотреться к погодным изменениям. Также все расторопные хозяйки в этот день должны были успеть высадить новую порцию огурцов, так как день считается оптимальным именно для такого вида огородных работ. В народе верили, что если заняться высадкой овощей позже, тогда на хороший урожай надеяться не придется. По народному календарю именно 5 июня отмечается праздник, который называется Леван-Огуречник. Другое его название – Леван-Конопляник, а церковь в этот день почитает память святого Леонтия. Он был епископом ростовским и суздальским и проживал в XII веке. В жизни боролся за христианскую веру, но получил сопротивление со стороны язычников. Традиция садить огурцы в этот день была освоена много веков назад. При посадке люди обращали внимание и на народные приметы, потому как были суеверны. Благодаря этим обычаям сажать огурцы в день Леонтия название церковного праздника переформировалось в Ливона-Огуречника. А вот второе название Ливон-Конопляник образовалось, потому что с этого дня в некоторых регионах начинали сеять коноплю. В народе водился такой обряд, что в семена конопли бросали и клали пасхальное яйцо, а когда начинали засевать все, то по полю разбрасывали скорлупу. Было мнение, что благодаря такому обряду конопля приобретает белоснежный цвет, как у яичной скорлупы. Ранее это растение использовалось в медицинских целях, и люди могли самостоятельно добывать из конопли полезное растительное масло. Поэтому обращайте внимание на этот день, на знаки природы, на погоду и поведение обязательно животных. К хорошей погоде будут наблюдаться большое скопление мошек. Погода будет ясна, если собирается много муравьев возле муравейника. К ненастью будет чувствоваться духота с самого утра. А к затяжному дождю будет сильно пахнуть трава ранним утром. К холодной зиме затяжными морозами будет боярышник обильно цвести. Урожай будет богатым в этом году, если много оводов появилось. Настало время сеять коноплю, если горлицы заворковали. Запрещается в этот день начинать делать ремонты, что-то чинить, потому как результат не получится таким, на который вы изначально рассчитывали. Но сегодня вы можете отправиться в магазины стройматериалов, чтобы выбрать все то, что необходимо для ремонта. Плитка, обои, ламинат, двери, окна, плинтуса, мебель или декор – все это сегодня можно выбирать и прицениваться, а что-то и купить. Но не выбирайте только зрительно товар, если вы не разбираетесь. Захватите с собой супруга, чтобы и он подсказал, что будет лучше и прослужит больше времени. Если такой возможности нет, то обратитесь в магазине к продавцу-консультанту, пусть он посоветует. Не выбирайте все в одной цветовой расцветке, потом может очень быстро все надоесть. Все-таки старайтесь сделать несколько ярких акцентов в декоре. Главное, не переборщите. Посмотрите варианты, например, в интернете. Так будет возможность быстрее определиться. Если совсем нет времени этим заниматься, но хочется красивый современный дизайн, то лучше обратиться к дизайнеру интерьера. По вашим параметрам квартиры специалист сможет сделать несколько вариантов ремонта, и вы точно определитесь, что вам ближе по душе.
Если вы сегодня решили отправиться в лес и собрать разновидность трав, то обязательно берите с собой второго человека, если не хотите провести весь день в лесу, потерявшись. Обязательно возьмите с собой телефон, заранее сделайте снимки карты на случай, если перестанет, например, ловить связь. Захватите в сумку спрей от клещей и насекомых, если не хотите вернуться с плохими впечатлениями. Наполнитесь энергией природы, почувствуйте ее силу и мощь. Остановитесь на мгновение и послушайте звуки птиц и животных. Лягте на траву и посмотрите на то, как плывут медленно облака. Можно сделать несколько фотографий на память, если вы не часто выбираетесь в лес. Запрещено сегодня долго смотреть, как другой человек выполняет свою работу, потом может не ладиться ваша. А чтобы работа лучше выполнялась, поставьте перед собой сроки выполнения. Каждый день записывайте, что вы сделали и что планируете сделать завтра. Но не забывайте и про обеденные перерывы и пятиминутки. Отдых должен присутствовать везде, иначе будут накапливаться усталость и будут допускаться ошибки в работе. 5 июня наши предки знали, что запрещено менять место жительства, поскольку в новом месте могут приключиться неприятные ситуации и случаи. Перенесите этот переезд лучше на другой, более подходящий день. Перед тем, как зайдете в новую квартиру или дом, обязательно осветите свяченой водой порог и проговорите следующие слова. «Жить сюда заезжаю, плохих духов с этого места прогоняю». Сегодня вас ждут некоторые неожиданности. Это могут быть случайные встречи, которые окажутся судьбоносными, или приятные сюрпризы от любимых, которые могут удивить вас неожиданными качествами и поступками. Такие сюрпризы не выбьют вас из колеи и не будут расстраивать, а лишь только утвердят в том, что рядом с вами тот человек, который вам действительно нужен. Есть большая возможность завязать новые знакомства. Это и лучшее время для поездок и свиданий. Наступает сейчас замечательное время для влюбленных. Возможно, вам предстоит услышать не только комплименты в свой адрес, но и любовные признания, вплоть до предложения руки и сердца. Возможно, именно сегодня начнут развиваться романтические отношения с человеком, занимающим более высокое положение по статусу. Занятия спортом и активный отдых сегодня очень полезны. Благодаря им вы чувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее и настраиваетесь на более позитивный лад. Старайтесь не сидеть дома вечером, больше улыбайтесь, заряжайте сами и заряжайте других людей позитивными эмоциями. В этот вечер можно побаловать себя любимым десертом в кафе или в ресторане, находясь рядом с близкими и родными. А вот День ангела 5 июня отмечают Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор и Яков. Сегодня можно нарваться на обманщика, мошенника, поэтому обязательно следите за поведением людей, которые к вам обращаются, что-то рассказывают или предлагают. Если человек запинается, ведет себя неловко или странно, стоит быть с ним крайне осторожными. Обращаем ваше внимание, что если в этот день разбилось зеркало, осколки нужно собрать обязательно при помощи веника, смоченного святой водой, после чего обязательно заверните в темную ткань и закопайте в землю подальше от дома, желательно возле старого дерева. В противном случае через осколки зеркала в дом может проникнуть и нечистая сила. Обращаем ваше внимание, сегодня ни в коем случае не рекомендуется мыть волосы и купаться, потому что это все-таки к неприятностям. Также в этот день не стоит использовать расческу, на которой есть чужие волосы, иначе ожидайте проблем с волосами. Также обращаем ваше внимание, что 5 июня на свет появляются талантливые, изобретательные и ловкие личности. Они
умеют одновременно выполнять несколько дел. Имеют новаторский склад ума, они находчивы, трудолюбивы, упорны и ответственны. Продумывают любые начинания до мелочей и стремятся к безукоризненному результату. С воодушевлением черпают новые знания и постоянно совершенствуются. И в народе верили, что рожденные в этот день плодовитые и богатые. А в качестве талисмана им подходит рубин, который является оберегом для хороших и порядочных людей. Он может не только защитить, но и долгие годы сохранять семью своего хозяина, оберегать его детей и внуков. Этот камень также способен приносить душевный покой, тепло и взаимопонимание. Не зря рубины считают детьми солнца. Также этот минерал считается талисманом любви, процветания и защиты. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 5 июня. И по лунному календарю нас с вами ожидает 6 и 7 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, сегодня день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Не ждите и неожиданных событий. Также сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Также сегодня день хорош для поимки преступников. Также этот день позволяет человеку напитаться положительной энергией и прочувствовать себя бодрее и сильнее. Приобщение к неземной энергии позволит вам постичь многие прописные истины, которые раньше были недоступны для понимания. Именно в этот день зерна можно отобрать от плевел, постичь, где правда, а что было ложью. Интуиция, телепатия, чувствительность – все это может максимально обостриться. Пророчества и предсказания, данные в этот день, имеют больше шансов сбыться, чем в любое другое время. Об этом говорит и один из символов облака, которое трактуется как пророк, открыватель божественной истины. Сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства и близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте все таким, как есть. Что же касательно стрижки волос, то это день, когда нужно без лишних раздумий сказать решительное «нет» стрижкам, укладкам, наращиванию и всему, что касается волос. Этот день не подходит для визита к парикмахеру. Все вышеперечисленное не принесет вам пользы и, скорее всего, ослабит и заберет энергию ваших волос. Волосы будут казаться безжизненными, а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе. Если у вас возникла идея начать оздоровительный курс, то делать именно 5 июня точно не стоит. Вы просто потратите, к сожалению, ваши деньги впустую. Пренебрегая этим простым запретом, вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье. Несмотря на все это, день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями. Что же касательно окраски волос, то волосы сегодня лучше не красить. Это может расстроить ваши отношения с коллегами. Постарайтесь сделать сегодня строгую прическу и зафиксируйте ее лаком. Также этот день богат на бурные эмоции, многим даже захочется побыть в одиночестве, чтобы привести в порядок свои разгулявшиеся чувства. Эмоции не будут негативными, просто их количество будет зашкаливать и не поддаваться контролю. Сегодня предпочтительно не одалживать ни деньги, ни вещи, иначе вместе с одалживаемым добром у вас заберут и покой, и удачу. Вот, друзья, у нас с вами такой вот день, 5 июня, по народному календарю и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. Смотрите, там много для вас полезной информации.